Калининградская область – самый западный регион России, расположенный в Центральной Европе. Протяженность области с востока на запад 205 километров, с севера на юг 108 километров, а население около 1 миллиона человек. На юге граничит с Польшей, а на северо-востоке с Литвой. На западе омывается Балтийским морем и его заливами. Калининградская область не имеет основной территории страны общей сухопутной границы и является эксклавом. Это территория Восточной Пруссии, которая после Великой Отечественной войны отошла СССР. Потери советских войск во время Восточно-Прусской операции составили около 127 тысяч человек. Протяженность границы Калининградской области составляет 410 километров. Поскольку границы в связи с ковидом второй год закрыты, мы несколько дней хотим объехать область вдоль забора и показать именно те места, куда обычно не ступает нога блогера или тиктокера. Транспортное средство у нас Соболь, самый западный. Это его первый тестовый выезд. Строительство форта номер 8 «Король Фридрих I» было окончено в 1882 году. Он прикрывал железную и шоссейную дороги на Эльбинг. Ныне это город Эльблонг в Польше. Форт представляет собой вытянутый по фронту шестиугольник размером 205 на 135 метров, окруженный по периметру сухим рвом. В апреле 1945 года штурмовой отряд под командованием старшего лейтенанта Павла Бысова атаковал форт. Гарнизон форта капитулировал 7 апреля. В плен сдались 154 солдата и 30 офицеров. Мы сейчас находимся в правой части форта. Здесь находится небольшой двор. Данный ход ведет куда-то вглубь, но поскольку мы не диггеры, нам тут не стоит задача для того, чтобы все это обследовать. Мы по-прежнему движем по коридору в правую часть форта. Форт очень большой. А здесь мы обнаружили стоянку первобытного человека. Здесь расположен water closet. Как они тут жопами на холодном бетоне сидели, не знаю. Мы в правом коридоре. Этот коридор ведет к центральному входу, около которого мы оставили машину. И точно такой же коридор есть в левую сторону ведет, на левую часть форта. Здесь расположены казармы или казематы. Форт типичной постройки, форт очень большой, даже я бы сказал огромный. Похоже, что вот эта часть форта, это более правая часть, здесь была взорвана. Сейчас мы находимся в левой части форта. Здесь большой двор, наверное, это был для артиллерийских орудий двор. Все очень сильно заросло так, что сверху вообще ничего не видно. Мы в поселке Прибрежный, в нескольких километрах от Калининграда. Здесь расположена братская могила советских солдат, в которой похоронено 136 воинов. Первое орденское деревянно-земляное укрепление в устье реки на берегу залива было построено в 1266 году. Первые годы своего существования крепость Бранденбург подвергалась постоянным атакам пруссов, разрушалась и восстанавливалась. Кирха Святого Николая в поселке Ушаково, в нескольких километрах от Калининграда. Кирха в Бранденбурге была построена в начале XIV века. Здание кирпичной постройки с вытянутыми хорами с полукруглым завершением и башней. Во время боевых действий 1945 года кирха была повреждена. В настоящее время сохранилась башня без крыши с двумя мощными контрфорсами.
Рядом с кирхой расположена братская могила, в которой захоронено 335 советских воинов, погибших во время Восточно-Прусской операции. В нескольких километрах от поселка Ушакова в поселке Новомосковское находится Пёршкинская кирха. Кирха считалась старейшей в Пруссии. Отдельные фрагменты стен относятся к XIII веку. Заложена была в 1261 году. В 1262 году во время Второго прусского восстания ее сожгли. Но к концу XIII века ее отстроили заново. Первый этаж выложен из полевого камня. В 1945 году во время боевых действий шпиль был сбит, а кирха выгорела. Вот школа. Вот школа у нас. Я там учился. Да. И он. Озеро есть такое хорошее. Озеро есть солдатское. Ерофеевское есть. Ерофеевское озеро названо из одного человека, который живет в лесу. Жил. А сейчас У него дом сгорел. Мы на берегу Калининградского залива в поселке Береговое. Сзади меня православный храм Дмитрия Солунского. Для церкви было выбрано замечательное место на пригорке на опушке хвойного леса. Храм был изготовлен в городе Минске. В городе Ладушкин на мемориальном комплексе на братской могиле. Здесь захоронено более 1600 советских воинов, в том числе перезахороненных из других мест. 1600 человек. Имение Риппен находилось в 10 километрах юго-западнее Бранденбурга. Первое упоминание о населенном пункте Прустайнен относится к 1340 году. В настоящее время это поселок совхозное. В нем расположено здание из красного кирпича с башней постройки начала 20 века. По информации из архива округа Хайлигенбаль, это здание электростанции, снабжавшей электричеством поместье. В башне находился дизель-генератор, железный шпиль на крыше, громоотвод. В настоящее время здание реконструируется под православный храм. В последние годы здесь был зерноток или... зерноток. Зерноток. Поэтому, да, может, получше не сохранилось немножечко, да, так? Да. Потом, в 90 тут слесарная была. Недалеко от часовни расположена братская могила, в которой похоронены 5 бойцов Красной Армии, которые погибли здесь в 1945 году. В поселке Пятидорожное прямо у дороги расположен памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне. Торжественное открытие камня провел граф Ойленбург Викент в присутствии жителей поселка в 1925 году. Доброе утро! Мы ночевали на берегу Калининградского залива. Там виден город Мамоново, бывший Хайлигенбаль. За этим выступающим мысом находится Польша. Чуть правее город Балтийск и выход в Балтийское море. Калининградский залив соединяется с Балтийским морем там. Балтийск – это самая западная точка Российской Федерации. А за мной на мысу находится замок Больга. Замок Больга – один из самых известных памятников средневековой рыцарской архитектуры в стиле кирпичной готики в Калининградской области. В V веке на этом месте на берегу залива находилась крепость Хонеде, построенная пруссами. Из этой деревянной крепости хорошо просматривался залив. Именно эта стратегическая особенность и привлекла внимание рыцарей, пришедших в XIII веке в Пруссию, поэтому в 1239 году после тяжелой битвы эта крепость перешла в руки рыцарей Тевтонского ордена. По дороге в Мамоново
Перед въездом в город расположен ДОТ – долговременная огневая точка. Мы находимся в городе Мамоново. Мамоново – приграничный город Калининградской области. Через 5 километров граница с Польшей. Мы находимся на руинах кирхи Хайлигенбаль. Кирха была построена в XIV веке. Первоначально сооружение наряду с культовыми выполняло и оборонительные функции. Кирха неоднократно горела и перестраивалась. Во второй половине XIX века покровителем кирхи являлся король Пруссии. В результате боевых действий 1945 года кирха была практически полностью разрушена. Здание последней действующей пивоварни Хайлигенбаля. Для обеспечения водой города Хайлигенбаля и расположенной рядом пожарной команды в 1901 году была построена водонапорная башня в стиле кирпичной неоготики. В настоящее время башня реконструируется. Памятник шпротам поставлен в 2008 году. Именно Мамоновский рыбокомбинат был первым предприятием Калининградской области, освоившим выпуск шпрот в масле. На мемориальном кладбище захоронены воины, погибшие в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Захоронение русских солдат обозначено православным крестом высотой 7 метров из дерева, установленным в центре. В 2012 году ставили немцы в память жертв войны во имя мирного будущего наших народов. Символично звучит. Мы находимся на берегу Калининградского залива. Справа от меня Балтийская коса. В ту сторону она уже будет Вислинская. Та часть косы — это уже Польша. Если прямо по берегу до государственной границы 1,5 километра. Дальше пройти уже невозможно. Все камнями здесь, весь берег завален. Как бы то ни было, а дело к обеду. Будем обед готовить. В этом районе Хайлигенбальский котел называлась операция. Очень ожесточенные бои шли. Вот, пожалуйста, здесь снаряды валяются просто на земле. К марту 1945 года Хайлигенбальский котел имел ширину 50 километров и глубину 20 километров. Один из участников сражения вспоминал это так. Чем ближе к концу, тем яростнее сопротивление гитлеровцев. Особенно жестоким стал день 8 мая 1945 года. Если бы мне тогда сказали, что снаряды сталкиваются в воздухе, я бы не удивился. Выжившие немцы потом признавались, что ощущали себя в кромешном аду, зарывшись в землю. За 3 недели яростных боев немцы потеряли 93 тысячи человек убитыми, и 46 тысяч солдат и офицеров вермахта оказалось в плену. Дальше хода нету. Контрольно-следовая полоса, где следы пограничники смотрят, и все. И через буквально там, наверное, 100-200 метров будет граница. Так что мы продолжаем свое путешествие вдоль границы. От Мамонова мы выехали на дорогу Берлинка. Буквально вот 100 метров от нас государственная граница и пограничный переход к Жихотке. Мы движем по Берлинке, бывшему рейхсавтобану Берлин-Кёнигсберг. Это часть системы рейхсавтобанов, строившихся Германской империей в 1930-1940-х годах. Автобан остался недостроенным. В пределах нынешней Калининградской области были построены только 2 бетонные полосы, дороги и мосты. Сейчас участки дороги находятся на территории Германии, Польши и Калининградской области Российской Федерации. Довоенная бетонная Берлинка видна справа.